like a bullet train. Airsoft копия SR2M, как и оригинал, имеет складной наверх стальной штампованный приклад, раскладную тактическую рукоятку и планку Пикатини на крышке ствольной коробки для крепления различного вида прицелов. Если у боевого ПП серии SR2 и SR2M планка на крышке ствольной коробки предназначена для крепления только специально разработанных прицелов, то на этом изделии на планку можно устанавливать приборы стандарта Пикатини без применения переходника, при этом ее внешний вид остался аутентичным. Приклад складной, штампованный и выполнен из стали. К сожалению, никаких регулировок по длине тут нет. Приклад имеет сильный вертикальный люфт в сложенном положении. В разложенном положении люфта почти нет. Складывается и раскладывается он специфично, но вполне понятно. Для его разложения достаточно потянуть пальцем на себя в этом месте и разложить. В крайнем положении он зафиксируется кнопкой внизу. Для его сложения нужно нажать как раз на ту самую кнопку, складывая выпрямить затыльник и завести его под фиксатор на целике и сдвинуть затыльник немного вперед. На левой стороне приклада имеется антапка для установки ремня. К сожалению, эта деталь приварена, поэтому переделать ее на правую сторону уже не получится. А теперь про пару моментов, которые не очень понравятся будущим владельцам. Первый – это необходимость снятия прицела при сложении и разложении приклада. Но эта проблема присутствует и у боевого ПП, поэтому с этим придется как-то смириться. А вот второй момент уже конструктивный, и он относится к слабой пружине, которая отвечает за фиксацию затыльника приклада после его разложения. В этом месте из-за слабой пружины затыльник дико болтается при любом прикосновении. Конечно, при упоре в плечо этого уже не будет, но пружину лучше поставить пожестче, поэтому просьба НПО также обратить на это свое внимание. Тактическая рукоятка выполнена из странного полимера с пористой структурой. Предполагаю, что поры возникли из-за некачественного литья, как так НПО. Цвет пластика серого цвета, хотя на боевом ПП цвет скорее матовый сливовый. Как я уже говорил, рукоятка отлита методом литья.
Внутри рукоятки находится специальный механизм, который позволяет складывать и раскладывать рукоятку. Рукоятка имеет приличный люфт вверх-вниз. Рукоятка полностью повторяет боевой аналог. Но при ее открывании есть свой конструктивный нюанс. Для ее откидывания нужно тянуть за этот рычаг. Но так как рычаг выполнен из мягкого металла, есть шанс его погнуть и получить еще больший люфт. Для этого достаточно просто тянуть за него и пытаться вытащить рукоятку из посадочного места. Кстати, еще один момент. Штифт механизма также выполнен из стержня от обычной алюминиевой заклепки. В итоге вы все-таки откроете рукоятку, но погнете рычаг и получите тот самый люфт. Ничего страшного в этом не будет, нужно будет только разобрать этот узел, выбив этот пин и выгнув рычаг обратно. Как этого избежать? Нужно вжать рукоятку внутрь указательным пальцем, а большим пальцем оттянуть рычаг. После этого подтянуть за рукоятку, и она спокойно откроется. Убирается рукоятка в обратном порядке. Почему я считаю, что это именно конструктивная особенность от НПО? Потому что на боевом этот рычаг выполнен из более толстого металла. Поэтому просьба НПО обратить на это свое внимание. Пистолетная рукоятка также выполнена из полимера серого цвета и отлита из двух половинок. Внешне полностью повторяет геометрию боевого ПП. С тыльной стороны странные пористые сколы. По заверению производителя, это неизбежное зло, так как там проходит стыковочный шов, который затирается вручную. Хотя логичнее было сделать рукоятку целиком, что дало бы большую механическую прочность и убрало бы эту проблему со сколами и порами. Рукоятка имеет прямоугольную форму со скругленными углами, поэтому хват не очень удобный. Лично для меня рукоятка кажется немного широковатой. Кстати, магазин входит не в саму рукоятку, а в стальную шахту, которая находится в ней и придает рукоятке необходимый запас прочности. Также хочу обратить внимание, что пин, фиксирующий клавишу сброса магазинов, выполнен достаточно примитивно, а именно из стального стержня алюминиевой заклепки. Цевия выполнена из того же странного полимера с пористой структурой и также имеет серый цвет. Крепится к внешнему стволу специальной распоркой. Снимается, соответственно, достаточно легко. Насколько это аутентично, не могу сказать. Если кто-то сможет поделиться этой информацией, буду только рад. С обеих сторон цевьи имеются посадочные места для установки планок Пикатини. Кстати, мое цевье почему-то имеет странный наклон вверх в этом месте, хотя она должна быть абсолютно параллельно ствольной коробке. Со слов производителя, этот асимметричный дефект присутствует на всех изделиях первой партии. Это именно дефект, признанный производителем. Органы управления огнем, клавиша сброса магазина, спусковой крючок максимально повторяют аналогичные части у боевого ПП. Как и на боевом ПП, справа находятся рабочие клавиши предохранителя. Это конец второй части. Спасибо за внимание и не забывайте поставить лайк, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить продолжение. Всем пока!